Жизнь после смерти. Как это было? Так вышло, что я хорошо помню свою предыдущую жизнь и то, что за ней последовало. То есть все свои посмертные приключения вплоть до нового рождения. Это целиком и полностью моя история. Это не художественный вымысел, и я ничего не приукрасила. Рассказываю точно так, как помню. Как я отправился в путешествие. Через несколько дней после смерти были мои похороны. Я их, разумеется, посетил. К тому времени я уже привык к новому состоянию и даже был способен на самоиронию, поэтому, когда смотрел на свое тело со стороны, то думал, что явно переоценивал свою внешность при жизни. Еще было странно слышать, как родственники и друзья произносили памятные речи в мою честь, а я при этом в полном сознании находился среди них. Жаль только, что они этого не видели и не знали. Похороны стали для меня сигналом, что хватит постоянно болтаться рядом со своим домом, городком и знакомыми. Кстати, я не думаю, что так происходит со всеми умершими. Большинство, как я вижу, наоборот, находятся рядом с близкими гораздо дольше. Но лично меня в той жизни не держали очень сильные привязанности, никто по мне чрезмерно не горевал и не убивался, поэтому я решил, что Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Поскольку религиозным человеком при жизни я не был, то не ждал, что за мной придут ангелы или еще кто-нибудь с целью проводить на тот свет. Я решил, что, видимо, каждый умерший должен крутиться как может и находить себе занятия по душе. Поэтому я принял решение отправиться в тур по знакомым большим городам. Хотелось посмотреть в новом состоянии не только наше захолустье, но и их тоже. Было интересно наблюдать за скоплениями людей. Теперь я видел, сколько энергии на самом деле стоит за ними. Большой город буквально гудел от нее, как муравейник. Помимо энергии людей и их эмоций, я теперь видел и других личностей и существ. Я понял, что целые толпы умерших людей, как и я, слонялись по улицам города. К этому моменту я уже научился отличать умерших от живых, хотя первые дни после смерти этого еще не умел. Тогда все мне виделись примерно одинаково. Я видел человеческие фигуры, одежду и лица. Но так было только первое время и по незнанию, и вскоре до меня дошло, отличия на самом деле огромные. Живые люди были наполнены энергией, прямо светились и сочились ей, а мертвые были как будто более плоские, у них энергии было явно меньше. К тому же многие из них выглядели растерянно и подавленно. Я решил попробовать общаться с умершими. Конечно, выглядело это не как обычная речь, а скорее как мысленный призыв и вопрос. Реагировали на меня не все. Кто-то как будто меня не замечал, а некоторые стремились уйти. Но многие все же вступали в беседу, опять же мысленную. Часто умершие люди чувствовали себя обманутыми и жаловались мне. Они говорили, что всю жизнь верили в Бога и ждали, что после смерти попадут на небеса, а по факту застряли здесь, слоняются бесцельно, и за ними никто не приходит. Сначала я не знал, что им ответить и как успокоить. Мне даже становилось как-то неловко, что у меня хорошее настроение и мне все интересно. Но потом я смекнул, как их подбодрить. Я говорил им: «Ребята, вы ведь не так давно умерли, правда? А представьте, сколько поколений было до вас. Если бы все они тут болтались, здесь бы места свободного не осталось». Этот аргумент убеждал многих, видимо, до этого они о таком не задумывались. А сам я думал: да, очевидно, души умерших таки куда-то забирают. Но вот куда и с какой целью? Кто знает, может, их перемалывают, как зерно в муку, в единую массу. И потом человек навсегда теряет свою личность. От этой теории, которую я сам же и придумал, мне становилось не очень весело, поэтому я не слишком стремился к тому, чтобы меня кто-то куда-то забрал, мне было хорошо и так. Ведь я, в конце концов, мог одним лишь усилием мысли перемещаться из одного места в другое и бывать там, куда не добирался при жизни. Все вокруг было красивым и объемным, каждый человек и даже вещь излучали энергию. Краски и цвета тоже поменялись. Это было сложно описать, потому что таких цветов для нашего обычного зрения не существует. Но если в общем, они стали более живыми и яркими. День и ночь теперь выглядели для меня похоже. Ночью я уже не видел привычной темноты. Наоборот, все было таким же красочным и разноцветным, только немного другим, энергии слегка менялись. Время и его течение тоже изменилось. Теперь многое стало зависеть от моего внимания.
Когда я сосредотачивался на ком-то или чем-то, время начинало замедляться, а стоило мне отвлечься, начинало лететь очень быстро. И чем дальше, тем больше у меня стало возникать ощущение, что я как будто удаляюсь от земли. А вскоре меня занесло в такое место, которое к нашему привычному миру отнести сложно. Если первые дни после смерти я находился в основном возле своего дома и близких, а потом пустился в странствие по другим городам, то на следующем этапе меня, вопреки воле, стало уносить все дальше от земного мира. На тот момент я уже привык к жизни без тела и всем ее плюсам, то есть быстрому перемещению в любое место, стоит только о нем подумать и хорошо представить, а также возможности видеть чужие эмоции и энергию. Новые открытия так меня захватили, что отдаляться от нашего мира мне не хотелось, тем более, что с момента смерти мне так и не встретился человек или иное существо, которое объяснило бы мне, что к чему. Я встречал лишь растерянных умерших, которые не могли понять, почему они еще тут и их не забирают в лучший мир. Но вопреки моему желанию настал момент, когда все поменялось. Я, как обычно, тусовался в городе и как раз намеревался переместиться из одного места в другое, и тут впервые у меня не получилось. Вернее сказать, я попал не туда, куда хотел. Я вдруг понял, что нахожусь в очень необычном месте, с виду похожем на город, но явно не из нашего обычного мира. Поскольку к тому времени я уже отлично научился отличать живых людей от мертвых, то понял, живых людей здесь нет. К тому же обстановка была весьма странная и даже слегка мрачноватая. Я никогда не был трусливым человеком, но теперь всем нутром ощущал какую-то тревогу и неуверенность. Немного отвлекусь и уточню. Как я сейчас понимаю, в тот момент я попал в один из астральных миров. Это промежуточные области между тем светом и нашим миром. В них часто забредают умершие первое время после смерти, пока не отбросили астральное тело. А еще там иногда можно встретить спящих людей и тех, кто намеренно вышел в астрал. Ну и, конечно же, астральные миры населены местными жителями. Их в эзотерической литературе часто называют астральными сущностями. О некоторых из них и пойдет речь дальше. Так вот, вернусь к своему рассказу. В этом так называемом городе я видел умерших людей, а также множество других существ. Они выглядели весьма странно. Начну с того, что передвигались они очень быстро, и я не мог их разглядеть. Мне они виделись как тени, которые быстро шныряли туда-сюда. Подобных сущностей я, кстати говоря, видел и раньше во время своих путешествий по обычным городам, но это было нечасто, и я старался с ними не пересекаться. А тут все буквально ими кишело. Я попробовал переместиться восвояси из этого странного местечка, но не смог. У меня возникло ощущение, что я в ловушке. Я больше не мог управлять своими передвижениями. Вскоре несколько теней направились ко мне и окружили меня. Когда они остановились, то приняли, наконец, различимый облик. Выглядели они как мужчины в темной одежде, сзади что-то вроде мантии. Примечание. В тонких мирах можно по желанию изменять свой облик и выглядеть как угодно. Умершие люди первое время этого, конечно же, не знают, поэтому неосознанно воспроизводят ту свою внешность и даже одежду, в которой себя запомнили. У сущностей или местных жителей астрала тоже есть некий стандартный и привычный им облик, который они могут менять по желанию или необходимости. Если житель астрала выполняет определенную работу, как мои новые знакомые, то его облик – это своеобразная униформа. Так вот, я спросил у этих товарищей, разумеется, мысленно, только так я и мог общаться после смерти, кто они такие и что им нужно. Мне ответили, и я почувствовал при этом иронию, что пригласили в гости, а заодно и немного поработать. Было в облике моих новых знакомых что-то внушающее, если не страх, то уважение и трепет. Мне стало понятно, что возражения не принимаются, и я неохотно последовал за ними. Поскольку перемещения в тонких мирах занимают минуты или даже секунды, то нас всех вскоре перебросило в какое-то большое помещение. Похоже, оно было на огромный зал с высокими потолками. Про себя я подумал, что здесь некое гнездо этих странных существ. Их тут было великое множество. Кто-то общался между собой, другие стремительно шныряли мимо меня. Мои спутники подвели меня к одному из своих коллег, как я понял, их начальнику или старшине,
и показали ему. Я всем нутром почувствовал, что он как будто меня сканирует. Вскоре от него волной ко всем нам пришла мысль, смешанная с эмоцией. Она означала нечто вроде «нам подходит, берем». Я слегка ошалел и не понимал, куда и для чего меня берут, но вскоре будущие коллеги объяснили мне, что к чему. Эти товарищи были сотрудниками, которые выполняли определенную работу в астрале. Я буду называть их смотрителями. Их задача была наблюдать за порядком, а также помогать в нестандартных ситуациях. В их ряды периодически набирали волонтеров, точнее сказать, добровольно-принудительно привлекали умерших, которые отвечали необходимым характеристикам. В их число попал и я. Как позже выяснилось, ранее я был замечен одним из этих смотрителей и оцененным как потенциально пригодный для службы, поэтому вскоре меня привели на собеседование, а затем и приняли на работу. То есть в тот странный город я попал не случайно, можно сказать, был намеренно притянут. Примерно так и началась моя карьера астрального смотрителя. Как видите, чем дальше, тем больше моя история отличается от стандартной. Обычно после смерти люди некоторое время пребывают на границе астрала и земного мира, а потом, когда астральное тело распадается, уходят на тот свет. У меня же вышло немного по-другому. Продолжение следует. Подписывайтесь на канал.